Привет! На обзоре смарт-часы Blackview X2. Приходят они в белой упаковке, на которой наклейка X2, надпись Blackview и с обратной стороны некоторая информация. Но характеристик здесь нет. Вскрывая упаковку, нас встречают сами смарт-часы. На них наклеена наклейка. Снимаем ее. Здесь у нас сообщение, что это часы X2, и здесь есть механическая кнопка. Далее извлекаем сами часы. Теперь смотрим, что еще идет в комплекте. Внутри есть инструкция на русском языке и объясняется, как их можно подключить к смартфону. Также указана емкость аккумулятора, встроенная 260 мА, диагональ экрана 1,3 дюйма, время зарядки 2,5 часа, срок службы батареи 10 дней. И это действительно соответствует при нагрузке, вот именно столько дней держит. А в режиме ожидания, если они не подключены к Bluetooth и вы редко используете экран, то 45 дней может продержать, как Amazfit Bip. Bluetooth версия 5.0, ширина ремешка 22 мм, экран защищен сверху Gorilla Glass 3-го поколения, температуру выдерживают от минус 20 до плюс 45 и водонепроницаемость 5 атмосфер. А значит, в них можно принимать душ и плавать в бассейне. Также в комплекте находится кабель для зарядки USB. Здесь два магнита и два контакта. Длина кабеля 60 см. И как только мы подносим кабель для зарядки к часам, он сразу же прилипает. Причем держится очень хорошо. Разве что если вот хорошенько так дернуть, тогда они слетают. Но вряд ли так кто-то заряжает. Вес часов составляет 55 грамм. Основная масса приходится на корпус часов. Эта часть выполнена из пластика. Бока у смарт-часов выполнены из металла, который покрыт как будто бы какой-то керамикой на вид, кажется. А сверху Gorilla Glass 3-го поколения. Действительно стекло и внушительных размеров. Края слегка закруглены у экрана, и он даже слегка выпирает над корпусом. Поэтому я рекомендую использовать пленку. Пленки в комплекте нет, поэтому лучше прикупить. Ремешки 22 мм из хорошего качественного силикона. Для горячей замены имеются вот эти рычаги, чтобы с легкостью отсоединить ремешок и заменить на нужный. С обратной стороны мы видим, находится стекло, под которыми находится светодиод для считывания пульса. Здесь магнитные контакты, надпись Blackview, корпус закругленный, толщина его не сильно и большая. Часы хорошо смотрятся на руке, хорошо сидят, удобно и практично использовать. При подъеме включаются, очень внушительные по своей сборке и увесистые, о чем в принципе можно уже судить, что это хорошее качество. На улице, как видно на улице, нормально видно, все отчетливо. Имеется 13 отверстий, держатель для ремешка, и у него есть специальный захват, благодаря чему лишняя часть ремешка не спадает, не выскальзывает и потом не висит, вам создавая какие-то неприятности. Классическая застежка крепкая, выполнена она из пластика. Сборка очень качественная, ремешок качественный, корпус качественный. Видно, что компания Blackview за такую сумму позаботилась, чтобы мы сегодня получали не какой-то ширпотреб, а действительно брендовые часы от Blackview. Цена этих смарт-часов на момент обзора $34 27 центов. Имеется несколько цветов. Черный, розовый, золотой, почему-то написан серебро, и красный, но в продаже сейчас нет. Причем эти смарт-часы, покупая на сайте AliExpress, я рекомендую купить с гарантией. Небольшая гарантия, всего $2.80. Именно с гарантией покупал эти часы я, и завтра они отправляются в Киев. Что умеют эти смарт-часы? Они следят, сколько шагов вы прошли, оповещают о входящих вызовах или же о поступлении каких-то уведомлений, причем от всех. Умеют считывать ваш пульс и предупреждать о завышенном пульсе, если вы их настроите через мобильное приложение. Есть свое приложение, которое дальше я вам покажу. Есть секундомер, будильник, мощное вибро. Чувствуешь его однозначно очень хорошо. Сообщения приходят на русском языке. Шрифт, правда, кажется маленьким. Давайте будем знакомиться с внутренним меню. Здесь у нас, листая вверх или вниз, это смена watchface'ов. Их здесь, по-моему, 5. Давайте начнем вот с этого считать. Это 1, это 2, это 3, это 4, этот последний. Теперь, если мы делаем свайп слева направо, попадаем сразу в меню. Но если мы так не делаем, а делаем справа налево, то мы заходим в дополнительное горячее меню, где показаны такие вот быстрые настройки по вашим
сегодняшним данным, сколько шагов вы прошли, какую дистанцию в итоге прошли и сколько калорий сожгли. И еще один раз, сколько вы спали. В отношении сна я сегодня с ними не спал, но считают они следующим образом. То есть они, да, считают, но больше, наверное, отталкиваются не так от пульса, как от движения, поэтому не говорят точное время просыпания. Я проснулся, могу еще лежать в постели, а они еще думают, что я сплю. В отличие от смарт-часов, которые у меня есть, например, Xiaomi Mi Watch, которые являются моими основными смарт-часами, так вот там до самого минимума. Ну и цена у них, конечно, больше. $140 в среднем, а эти 34. Конечно же, те будут считать более точнее. Но в любом случае они считают и свою функцию выполняют. Меню здесь на русском языке. Если из коробки вы их достали, и они у вас сначала на английском показывают, то после подключения к смартфону через приложение они сразу же подтянут русский язык. Здесь у нас изображение измерения пульса. При включении у нас появляется сердцебиение, а с обратной стороны импульсы светодиода. Чтобы измерить ваш пульс, измерения кислорода здесь нету. Здесь у нас сообщения. Сообщения приходят по 3, больше не запоминает. Например, я нажимаю сюда, и здесь написано, что Слава Даниленко отправил голосовое сообщение. Нажимаем сюда, и мы больше ничего не можем сделать, можем только удалить. Удаляется оно именно с ваших смарт-часов, не с телефона. К некоторым приложениям отображается, с какого приложения пришло. Если же значок не знаком, то будет писать «другое». Например, от Вайбера я получаю надпись «другое», от Телеграма написано «другое». Это значит, что другое приложение, которое ему не знакомо. Следующее – это спортивное меню. Заходим сюда, бег на улице, ходьба на улице, бег на беговой дорожке, ходьба в зале, пеший поход, альпинизм, велотренажер, велосипед, гребля и все. Давайте запустим, например, ходьба в зале. Сразу же запускается, идет отсчет времени, измерение пульса, подсчет калорий, потом сколько шагов сделал, километраж, с какой скоростью я двигался. Кстати, информацию берется в отношении моего местоположения от смартфона, GPS смартфона. Чтобы завершить тренировку, необходимо вот так вот сделать и нажать «Стоп». Не удалось записать из-за отсутствия данных о деятельности, потому что мы меньше минуты тренировались. Что это за тренировка? Смешная, можно сказать. Потом идет управление музыкой. Зайдя сюда, нажимаем на «Воспроизвести», и та музыка, которая у вас была запущена, например, музыкальный плеер, YouTube или какой-то фильм, начинает играть. Нажимаю «Play», вибрирует на часах, и здесь музыка играет. Проблема, знаете, в чем? Что если играет музыкальный трек, то нету сразу на экране, когда включаете, отображение этой музыкальной композиции. То есть вам нужно каждый раз искать в меню музыкальный плеер и только тогда переключать. Вот такой вот, на мой взгляд, минус. Убавить или добавить громкости здесь возможности нет. Далее в меню у нас секундомер. Нажимаем «Запустить» и начинается подсчет. Это у нас таймер обратного отсчета. Нажимаем «Добавить 2 секунды времени», пуск, и после того, как закончилось, часы вибрируют. Также можно найти телефон, но только в том случае, если вы с ним сопряжены. Нажимаете «Искать», и вот такой вот звук будет у смартфона. Есть еще отдельный пункт, называется «Женщина», но когда я на него нажимаю, мне пишет, что эта функция не включена. Но зайдя в мобильное приложение, сменю-ка я на «Женщину». Теперь давайте нажмем сюда. По-прежнему пишет, эта функция не включена, возможно, не поддерживается. Также есть пункт «Яркость». Здесь у нас 3 режима яркости, но особо не меняется эта яркость. Чтобы сказать, что прям вот сильно изменений никаких не происходит. Скачать мобильное приложение можно прямо отсюда. Отсканировали и установили. Дальше я покажу, как это происходит. И есть кнопка «Выключить». Больше ничего здесь нет. Вот и знакомство со смарт-часами. Переходим теперь к мобильному приложению. Для того, чтобы подключить смарт-часы, необходимо включить сканер QR-кодов. Запускаем его и наводим на часы, чтобы он отсканировал QR-код. Готово. Переходим теперь на этот сайт. И здесь у нас есть приложение. Называется H-Band. 31 мегабайт весит. Скачать. Когда мы нажимаем «Скачать», нас перебрасывает на Google Play. Я вам рекомендую сразу перейти по ссылке в описании в Play Market или же в Play Market написать H-Band.
Открываем это приложение. Можете пройти регистрацию, либо я в данном случае нажимаю «Нет аккаунта». Настройте цвет кожи, чтобы браслет лучше контролировал состояние вашего здоровья. Впервые встречаю такой пункт. Выбираю, примерно, наверное, вот такой вот цвет. Хотя тут тяжело выбрать, но примерно. Теперь дату рождения. А теперь настраиваем вес и рост. Далее мы устанавливаем, сколько мы планируем сделать шагов и сколько должны спать. А после этого переходим в окно, где можем подключиться. Часы должны быть включены. Bluetooth там вещает постоянно. Нажимаем «Сканировать оборудование». Смарт-часы обнаружены. Нажимаем «Подключиться». Настройки произведены мгновенно. Нажимаем «Ок». Даем разрешение этой программе, чтобы могли приходить все уведомления. Теперь программа предлагает выставить, от каких приложений получать уведомления. Я вижу, что здесь есть распространенные для Китая, но есть еще пункт «Другие приложения». Просто ставим галочку, и выходит, что от всех приложений, которые мы указали и которых здесь нет, но пункт «Другие приложения» все-таки присутствует, мало установить галочку на общее приложение. Нужно еще и на каждое проставить. И только после этого приходит сообщение. В режиме под пунктом «Мои», видимо, «Мои настройки», мы можем увидеть, какой остался заряд батареи. Здесь у нас указано просто это в бочоночке. Здесь мы настроим уведомления, настройка будильника. Будильник можно установить, добавив вот таким вот образом нужную отметку, в какие дни звонить. Например, выставим «Все» и звонить в 7:23. После этого у нас стоит вот такой вот пункт, где мы можем просто отключать. Также предупреждение о малоподвижности, предупреждение о высоком пульсе. Но кажется, здесь было бы хорошо настроить. Заходим сюда и выставляем отметку. Нажимаем «Сохранить». Привязать устройство, единицы измерения, сброс пароля, обновление прошивки. У нас установлена последняя версия. Можно очистить данные и полный сброс. Также отключить или отвязать. У компании Blackview это не единственные смарт-часы. Практически за те же деньги можно приобрести другие модели с похожими функциями. Ссылки на них я также оставляю в описании под видео. Что ж, эти смарт-часы я готовлю к отправке в Киев. А с вас за труды и обзор лайк. До встречи во вторник, четверг и субботу. Всем спасибо за просмотр. Пока.